Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала Дом и сад. Меня зовут Александра, как многие из вас знают. Сегодня очередное интересное видео о том, какие новые сорта гортензий появятся в моем саду. Я думаю, вы знаете, что гортензии это совершенно неприхотливые многолетники, которые можно выращивать в условиях зон зимостойкости, начиная от 4 и минимум по 8, потому что они прекрасно переносят заморозки, скажем так. Тут надо просто единственно определиться, какой вид гортензии вы хотели бы выращивать. И я выращиваю в основном в открытой почве гортензии метельчатые. И они, собственно говоря, совершенно не боятся заморозков и выдерживают температуру до минус 30 градусов Цельсия. И я потихонечку расширяю свою линейку таких метельчатых гортензий. А почему? А потому что они дарят прекрасные цветы и цветут где-то начиная с конца июня и до поздней осени. Гортензии можно черенковать, то есть вы можете сами заниматься их размножением. И это очень простое дело. В следующем видео я вам об этом немножко расскажу и покажу, как я это делаю. Ну а сегодня у меня такой небольшой обзор тех гортензий, которые я получила буквально недавно на днях. Получила из питомника, от которого я где-то там 2-3 раза в год получаю растения. Но скажу, в этот раз я осталась не очень довольна, потому что гортензии выглядят достаточно, скажем так, плохо. Видите, они очевидно были пересушены. У них почва уже тут бедная, поэтому растения такие вот практически голые. Единственное, то, что у меня утешает, что у них достаточно уже как бы хорошо сформированы одревесневшие стебли. Вот это меня утешает. То есть видно, что этим гортензиям уже больше года. Это не вегетативки так называемые, а взрослые растения. Ну а из недостатков вот хочу показать. Посмотрите, что творится. Вот такие вот корни, которые переросли давным-давно этот уже горшок. И их надо рассаживать, потому что растение совершенно страдает от того, что у него просто нет свободного пространства для роста. Ну, а теперь давайте познакомимся с ассортиментом. Получила я 2 вида, даже 3 вида гортензий. Метельчатые высокорослые и метельчатые миниатюрные, так называемые карликовые, которые сейчас вообще очень модны среди садоводов и среди дизайнеров ландшафтных, потому что это компактные растения, они примерно высотой 1 метр, и шириной такие кусты тоже примерно 1 метр. Из таких компактных растений я заказала серию Living, так называемая коллекция, сейчас я точно скажу, как она правильно называется, серия Living Creation. У меня 2 вида такой гортензии в этот раз. Это Living Summer Snow и Living Pinky Promise. Сейчас я их покажу, выберу. Так, вот эта вот бедная несчастная, которую я показывала, это Living Summer Snow. Видите, она даже уже и цвела. Сейчас я обрежу. И Living Pinky Promise. Сейчас найду. Сразу, оказывается, я их и вытаскивала из своего ящика. Вот так они выглядят, эти гортензии. Очевидно, они уже цвели. Видите, вот растения цветущие были. Теперь эти цветоносы мне надо будет обрезать, что я сейчас и сделаю, потому что они уже усохли практически. Ну, растения, скажем так, не очень такие вот сильные. Видно, что они в
стесненных условиях растут, но тем не менее сформированы они уже достаточно хорошо. Единственное, что сейчас нужно сделать, это либо расширить объем горшка, либо же пересадить в открытую почву. Я буду эти растения высаживать в открытую почву. И хочу сразу сказать, что гортензия любит кислый грунт. Обязательно его кислотность должна быть от 3,5, где-то от 3,5 и ниже. 3,5 это самая высокая кислотность, а где-то в районе 6, но это максимальный уровень слабой кислотности. То есть это уже будет грунт близкий к нейтральному. Но метельчатые гортензии не очень привередливы в этом плане. Их можно выращивать даже в нейтральных грунтах. А вот крупнолистные гортензии, о которых я немножко позже расскажу, эти гортензии, конечно, требуют очень кислой почвы. Что хочу сказать о этих двух видах гортензии. Вообще серия Living Creation, она собирательная такая. Там у нее представлено примерно 5-6 видов таких компактных, красивых полукарликовых гортензий. Из них я заказала Living Summer Snow. Это будет совершенно белоснежная гортензия высотой метр 20. Ширина куста тоже будет метр 20. Ну а как она цветет, я покажу пока что на картинке. А Living Pinky Promise это что-то такое вот уменьшенная копия крупной гортензии метельчатой, которая называется Pinky Winky. Я думаю, вы ее прекрасно знаете. Вот это ее уменьшенная копия, уменьшенная копия. Начинают они цветение где-то в конце июня и цветут до октября. Следующие две гортензии, которые будут достаточно крупными, то есть это гортензии, для которых нужно много пространства при посадке. Тоже у меня два представителей. Это Early Harry, вот такая вот. Это раннецветущая гортензия, где-то высотой 1,5 метра, достаточно крупный будет кустарник, но зацветет она буквально прямо в середине июня. Здесь тоже ситуация нелицеприятная, посмотрите, весь корешок снаружи, поэтому надо будет это все немного состригать, дать возможность корням возобновиться, ну и выбрать такое место, где это растение будет себя комфортно чувствовать, чтобы это было место полутень или солнце, и чтобы было достаточно объема, как в ширину, так и в глубину. То есть дайте ему возможность разрастаться. Следующая это тоже крупная гортензия, она называется Mega Pearl. Mega Pearl это огромнейший кустарничек, такой примерно 2 метра, но его любят не столько за крупность, сколько за цвет цветов. Цветоносы будут перламутрово-розового цвета, красивейшие, огромнейшие, где-то размером в длину 30-35 сантиметров. Растение зацветает в августе, цветение длится до октября. Высота у нее может быть до 2 метров, как я и сказала. Следующая красивейшая гортензия, которую я хочу вам показать и рекомендовать. Это вот, ну тут она не совсем красивая, такая бедная, тоже с корешками, которые уже наружу. Это ванила Strawberry. Ванила Strawberry это уменьшенная копия, всемирно, не побоюсь этого слова сказать, всемирно известной гортензии Vanilla Fries. То есть это будет тоже такое растение с нежными бело-розовыми соцветиями, но несколько уменьшенное, потому что у меня Vanilla Fries уже достигает примерно 2 метров, разрастается, хотя и всего она растет у меня 2-й год, но растение просто великолепное. Покажу. Ну, а Vanilla Strawberry будет немножко меньше.
Но цветы будут такими же великолепными. Тут тоже надо срезать соцветия. Видите, сейчас я их прямо и отрежу, чтобы оно тут не мучило это растение. Надо будет пересаживать. Да, плохо, конечно, что в таком состоянии саженцы. Ну, очевидно, настолько много растений в питомнике, что они просто не успевают за всем следить. Плюс к тому же, видите, еще очевидно, растение плохо поливалось, потому что листья практически засушенные. Ну, тренировали. Так, еще я хотела представить вашему вниманию ранний карликовый немецкий сорт немецкой селекции. Называется гортензия метельчатая Панфлора. Что о ней можно сказать? У нее удивительного цвета цветки. Ну, тут уже особо, конечно, не видно, но они вообще такие вот зелено-пастельно-лаймовые, я бы сказала. Еще отличие этой гортензии от других метельчатых гортензий в том, что она в процессе цветения она меняет свой цвет. Начинает вот с таких пастельно-зеленых тонов, потом переходит в розовый. Тут, кстати, даже немножко видно, как она цвела в розовом цвете, и затем уже в малиновый. Вот такая вот гортензия. Называется Панфлора. Высота у нее максимум 1 метр. Немецкая селекция, как я уже сказала. Еще я хотела вам показать. У меня есть такая красивейшая, тоже из таких среднерослых гортензий. Это гортензия Пастель Грин. То есть само название говорит о том, что у нее будут соцветия пастельно-зеленого тона. Зеленый, пастельный. Ну, посмотрим, как она будет себя показывать. Тут пока я не вижу. Есть вот один маленький цветочек, такой немножко даже с розоватенькой, я бы сказала. Высота этой гортензии 1,20 м. Ширина примерно метр. То есть довольно большая она. Ее оригинатор, оказывается, это француз. Фирма Сафо, француз Жан Рено. Помните актера Жана Рено? Вот это его однофамилец, он вывел такой вот сорт гортензии. Так, ну и наконец у меня еще одна такая интереснейшая гортензия. Но это уже будет, посмотрите, это будет крупнолистковая. Это гортензия даже ампельная. Называется она Runaway Bride. Убежавшая невеста. Runaway Bride. Эту гортензию, к сожалению, я не буду высаживать в открытую почву, потому что ей там будет холодно. Я думаю, вы знаете, что практически все крупнолистные гортензии в наших климатических зонах зимуют плохо, поэтому они нуждаются либо в укрытии, либо же в переноске в горшках в какое-то закрытое, более теплое помещение. Поэтому я ее буду пока выращивать в горшке. Runaway Bride – это гортензия, которая имеет ампельные, такие вот, формирует ампельные цветоносы. У нее цветоносы появляются не только вот на окончании стебля, но и в пазухах, на боковых пазухах, тут, где расположены листья. То есть она вот такого ампельного типа, как и, я думаю, вы знаете, ампельные формы цветов, те же ампельные петунии, те же ампельные калибрахуа. Вот так она формирует свои цветоносы. Здесь довольно большой горшок. Это гортензия, которой уже 2 года. Горшок литровый. Кстати, тут еще есть даже возможность ее прочеренковать, что я и сделаю для того, чтобы размножить. Что хочу сказать по поводу гортензий. Конечно, высаживать их лучше в кислые почвы. Они лучше себя там будут чувствовать. Они любят такой плодородный гумусный грунт. Но если у вас почва бедная, они особо от этого страдать не будут. Самое главное — это обеспечить им для
красивого цветения достаточно солнца, потому что в полутени некоторые сорта гортензии могут вообще не цвести. У меня, кстати, есть такой вот случай. К сожалению, придется одну из гортензий пересаживать. Я ее посадила рядом с яблоней, и она показала маленький цветонос, и все, и больше не цветет. Поэтому очевидно, что ей не хватает там солнца. Но главная как бы фишка в выращивании гортензий — это то, что их надо очень часто поливать. То есть примерно в неделю вы должны для каждого куста гортензии вылить под куст хотя бы ведро. То есть 2 раза в неделю по ведру воды, по 10 литров воды просит каждый куст. А то и по 2, конечно, если кусты у вас большие. Ну а так, в основном гортензия практически неприхотлива. Вредителей у нее практически нет, ну, за исключением, конечно, грибов. Вот тут вот есть дырочки, надо будет обрабатывать от гриба. А так, никакие паразиты ее не едят. Достаточно устойчивый многолетник, не капризный. Высаживайте, поливайте. Если это крупнолистная гортензия, укрывайте на зиму или прячьте от заморозков, и растение будет вам служить долгие годы и радовать вас. Кстати, гортензия тоже уже начала цветение. Сегодня 29 июля. Вот так выглядят шапки. Это гортензия Геркулес. По сравнению с моей рукой сейчас покажу. Вот такая. Видите, какая огромная шапка. Это гортензия Silver Dollar. Пока только одно соцветие начинает открываться. Вот таким получился у меня обзор. Всем спасибо. Не забудьте подписаться. Всего доброго. Мирного неба.